Привет! Сегодня я расскажу, как подобрать хороший клей для варки холодного фарфора. Handmade clay, то есть домашней полимерной глины, еще так ее называют, да, gold porcelain на английском языке. Все по-разному знают. Плюс сегодня результаты розыгрыша, как я и обещала. И сегодня тоже будет такой же розыгрыш, смотрите. У меня есть еще такой же второй комплект. Результаты, естественно, я вставлю скриншот в конце. И все по новому розыгрышу объявлю тоже в конце. Итак, начинаем. Первое. Цель моего видео, чтобы вы поняли, как хорошо подобрать клей. То есть я не просто покажу, вот, ситол такой-то, он прекрасен, он классный. Я объясню, почему. Почему подходит этот клей, почему не подходит какой-то другой клей. Я все сегодня объясню. И еще у меня огромная просьба, девочки, все мы живем в разных странах. У нас у каждого есть в наличии разный клей от разных производителей. В комментариях огромная просьба. Делитесь. Делитесь, какой вы используете, какой проверенный, какой хороший. Помогите друг другу. Я делюсь, и вы делитесь друг дружкой. Помогайте. Обязательно помогайте друг другу. Пишите, я живу в такой-то стране, вот я проверила, есть вот такой клей. Или, к примеру, я живу там-то, купила на Amazon вот этот вот прекрасный. То есть, пожалуйста, я помогаю вам, и вы друг другу помогаете. Итак, начнем с чего? Во-первых, подходит клей, как правило, если на нем написано, что он столярный. Вот Экскара ПВА, столярный. Если это столярный клей, как правило, 99% он нам подойдет. С ним бывает одна проблема. Он бывает первоначально желтый. Вот вы открываете, а он не белый, он желтый. Поэтому, когда вы купили новый клей и совершенно не знаете, подойдет он вам, не подойдет, нам надо его проверить. Для этого достаточно, на самом деле, правда, достаточно открыть, посмотреть, какой он на цвет. То есть, если беленький, то все прекрасно. Купили желтый, ну вы сами понимаете, тогда делаем все зеленое, ярко-красное, тогда не повредит. А если он желтоватый, то белое вы, конечно, уже из него не сделаете. Оно будет только бежевое, что, естественно, некрасиво. Следующий этап. Берете и капаете прям вот такую жирную каплю. Вот такую, как я показала. Вот такую. И оставляете на неделю, чтобы она полностью высохла. Через неделю смотрите на качество. Капля, видите, толстая. И после высыхания она и должна остаться вот такой же толстой. То есть она не должна стать тоненькой, знаете, как пленочка. Если она остается такой же толстой, значит в клее большой процент сухого вещества. В столярном, как правило, так и есть. Почему я говорю, что на 99% он нам подойдет. Конечно, пока не сварите 100% этого не поймете, потому что иногда клей меняет свойства при термической обработке. Но на начальном этапе можно ли хотя бы из него что-то сделать, вы поймете по этому простому тесту. Часто блогеры я встречаю и на сайтах, и тоже видео начинала смотреть. Я же тоже иногда смотрю, может быть, что-то кто-то интересное расскажет, новое того, чего я не знаю. Ну, вдруг. О, лучше бы я не смотрела. Меня безумно бесит, что начинается: берите клей D2. Там, значит, есть пластификатор. Да? Приставочка D или на английском B. На английском B, на русском D.
обозначает класс влагостойкости клея. Вот это тоже из Скара, только D3. И читаем черным по белому. Написано класс влагостойкости. Класс влагостойкости. Понимаете? То есть не слушайте дезинформацию. Это класс влагостойкости. D1, D2, D3, есть D4. D4 это вообще добавляется компонент отдельно. Почему D3 он не очень удобен для холодного фарфора? Он, конечно, да, потом изделия можно прекрасно мыть, они реально очень влагостойкие получаются. Но сам холодный фарфор в готовом, в сыром виде долго не хранится. Он быстро сохнет. То есть, месяц-два и все, он у вас высохнет, даже если вы будете правильно хранить в закрытой банке, он все равно начнет подсыхать, схватываться. То есть на чистом D3 плохо, потому что он просто быстро сохнет. И вы можете его не успеть использовать. Поэтому D2 оптимальный вариант. Цветы можно будет и мыть. Я покажу буквально через неделю. Все, они у меня уже грязные. Все просили, много было комментариев. Помой, покажи, как ты это делаешь. Все, они грязные, девочки, специально долго ждала. Они грязные, я их буду мыть. Так, и сейчас я поделюсь еще одним открытием. Я уже испытываю этот клей год, поэтому могу хотя бы что-то про него сказать. Это клей EVA. EVA это сополимер поливинилацетата, то есть ПВА, да? С этиленом. Этилен это у нас полиэтилен, полиэтиленовые пакетики. Это пластик, который эластичен сам по себе. Он не нуждается в пластификаторе. Поэтому лепестки с добавлением EVA, вот здесь у меня 50 на 50, EVA с ПВА. Помните, этому цветочку много времени. Я ссылочку оставлю, гляните, когда я его делала. Видите, еще и видно, что они, невзирая на то, что небольшие, они вот так вот, как стоят, отклоняются назад под собственным весом. Кстати, почему ой, эластичный, хочу эластичный. Вот такой вот эластичный, представьте себе, это будет большой лепесток. Он просто так вот под собственным весом упадет. То есть на чистом порой EVA делать тоже нехорошо. Лучше смешивать. То есть будут тут большие лепестки, вот такой эластичности, они у нас просто попускаются, попадают, не будут держаться нормально. Их надо будет как-то армировать. А армировать тоже проблема. Вот наша флористическая проволочка. И в прозрачном холодном фарфоре видно, что с ней происходит. Вот представьте себе белый лепесток, да? Часто выступает ржавчина. Что, собственно говоря, зеленый это не проблема, а вот представьте себе ярко-белый. Он пожелтеет. Поэтому армировать тоже не всегда выход, поэтому я смешиваю этот с вот этим. Этот жесткий, вот он из Скара. Он прекрасно держит форму. Вот он. Обычный ПВА, слегка пластифицированный. Вот прогрели, он, конечно, гнется, но он держит форму. И я их вдвоем смешиваю. А вот EVA. Смотрите, насколько он эластичный. Этому пробнику больше года, чтобы вы понимали. Он такой уже и останется. Тут нет пластификатора, он пластичный сам по себе. Поэтому он не выветрится. Он не выветрится и всегда останется эластичным. Поэтому оптимальный вариант это вот их смешивать. ПВА с EVA лучший вариант, который может быть. По поводу еще дисперсия Aircom пластифицированная. Девочки, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Я ее использовала, она мне нравилась, она D2, то есть вот то, что нам надо, да, по влагостойкости, да, то есть и хранится фарфор достаточно долго, и мыть можно. Я мыла, у меня много цветов из нее, и сейчас мою, все прекрасно. Единственное, за 5 лет, да, она стала жесткая.
Потому что пластификатор это ПВА, и в ней пластификатор внутри. Она стала жесткой. Пластификатор выветрился. Но у меня к ней другая претензия. Она у меня пожелтела в сирене. У меня пожелтела белая сирень. Я ее выкинула, естественно, показать это не могу. И сейчас вот увидевши вот это, я подумала, может быть, я зря подумала наверхом, может быть, это у меня внутри проволочка, вот в том месте, где она отрезанная, она, может быть, из-за того, что поржавела, она пожелтела. Напишите обязательно, кто использует Ирком уже года 2-3, тему иркомовской дисперсии. Никак не могу понять. Вот, сделать вывод. Потому что белого, ярко-белого я делала из нее мало. И мне за сирень безумно обидно. Там огромное количество работы было. И, в общем, вот я сейчас думаю, а вдруг это наша проволока? А вдруг это она? А я думаю на дисперсию и ввожу вас в заблуждение. И, кстати, да, ценная информация по поводу проволоки. Я буду ее предварительно теперь вскрывать лаком. Вот так вот. По поводу теперь просто строительных клея строительного ПВА. Со строительным ПВА поймите, он, как правило, в нем мало сухого вещества. Если в столярном сухого вещества процентов 45, в дисперсии процентов она написана там 51, да, или 50. Дисперсия там, это и есть количество сухого вещества, чтобы вы понимали. То в строительном его мало. Оно может быть загущенное при помощи карбоксиметилцеллюлозы той же самой. И после высыхания капелька будет вот такая вот, прям как тоненькая такая пленочка. Почему такой клей у нас не подойдет? Ну вот представьте себе, сухого вещества там мало, там много воды. Вы сделали холодный фарфор, там большое количество воды, эта вода испарилась. В лучшем случае у вас просто очень-очень съежились лепесточки. То есть вы сделали, вот, к примеру, вот такой лепесток, а он потом высох и стал вот такого размера. И это в лучшем случае. Причем его ж обязательно поведет, да, то есть он потеряет форму, как правило. А еще высокая вероятность, что так как много воды она высохла, оно еще может потрескаться. Почему не подходит дешевый строительный клей? Его можно смешивать 50 на 50, вот как я делала, со столярным. Тогда его можно использовать. Но опять же, как бы говорится, ну зачем, если можно купить сразу хороший. Если вдруг купили уже, да, и надо спасать ситуацию, тогда да. Как я это делала, уже показывала, боже, сколько лет прошло, наверное, лет 7, да? Ой, ужас. Я ссылочку поставлю. Вот тут выскочит подсказочка сверху. Посмотрим, сколько этому видео лет. Итак, условия розыгрыша. Надеюсь, все понятно. Я сейчас вставлю фотографию, кто у меня победитель. У меня в описании внизу будут ссылочки на мои профиля в соцсетей. Свяжитесь со мной, напишите, куда выслать ваш подарок. Я вышлю его за свой счет. И новый розыгрыш. Все тоже очень просто. Кто не подписан, подписывайтесь. Кто подписан, ничего уже делать не надо. Только написать комментарий. И желательно, девочки, правда, делитесь, какой клей вы используете. Это будет полезно всем. Помогите друг другу. Я как могла пытаюсь помочь. Розыгрыш буквально через неделю, когда я буду мыть цветы. Как раз будет еще как раз следующий розыгрыш. Целый месяц ждать не понадобится. Подписывайтесь, кто не подписан. Всем пока. Пока-пока.